Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем летнюю сумочку узором филейная сетка. Вязать мы будем, начиная от центра, провяжем квадрат и далее уже стеночки сумки. И таким же узором мы свяжем ручки. Сумочка достаточно объемная, вместительная. Размером она по донышку 22 сантиметра, а в высоту 27 сантиметров. Вязала я из хлопкового шнура 2,5 миллиметра. Вот такой вот шнур. Всего нам понадобится 400 метров шнура на данную сумочку. Можно вместо хлопкового шнура использовать полиэфирный шнур. Также понадобится крючок номер 4, пластиковая игла с большим ушком и маркеры. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Вязание у нас начинается с кольца амигуруми. Кладем нить вот таким образом на пальчики, обхватываем крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком, заводим крючок под первую нить, вторую захватываем, придерживаем большим пальцем, колечко отпускаем. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Набираем в кольцо еще 2 столбика с накидом, накид, в кольцо провязываем столбик с накидом, еще накид, вот у нас получилось 3 столбика с учетом первого столбика из воздушных петель. Далее после 3 столбиков мы провязываем 2 воздушные петли, 1, 2. И далее в кольцо мы провязываем еще 3 столбика с накидом. После 3 столбиков мы провязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И снова в кольцо набираем 3 столбика с накидом. После 3 столбиков 2 воздушные петли. 1, 2. И набираем еще раз, последний раз, 3 столбика с накидом. После 3 столбиков 2 воздушные петли. Далее колечко затягиваем хорошо. И сейчас мы сделаем соединение. Получается, в первом ряду мы провязали всего 12 столбиков с накидом. Провязываем по 3 и между ними по 2 воздушные петли. Заканчивается ряд 2 воздушными петлями, и сейчас мы делаем соединение. Делаем соединение, вытягиваем петельку, заводим крючок вот сюда вот под косичку. Вот столбик из воздушных петель, самый первый. Вытягиваем петельку. Далее крючок вводим вот сюда вот в это отверстие, где мы провязывали воздушные петли. Накидываем петельку на крючок, затягиваем. Захватываем рабочую нить и провязываем петлю. Далее набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим к вязанию второго ряда. Провязываем второй ряд, и во втором ряду уже будем формировать сетку.
Делаем накидный крючок и сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю, пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Делаем накид и провязываем центр столбика. Вот сюда мы заводим крючок не под косичку, а вот здесь вот, чтобы у нас столбики шли над столбиками. Далее делаем одну воздушную петлю, снова пропускаем один столбик и вот сюда в отверстие провязываем 2 столбика с накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом в это же отверстие. Вот таким образом мы здесь формируем угол. Получается, провязываем по 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Далее одну воздушную петлю, снова пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем столбик и в уголочке мы провязываем также 2 столбика, затем 2 воздушные петли и снова 2 столбика. Снова делаем одну воздушную петлю, пропускаем один столбик, следующий провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, в отверстие провязываем 2 столбика. Две воздушные петли, снова 2 столбика, одна воздушная петля, пропускаем, над столбиком вяжем, воздушная петля, пропускаем, и сюда мы провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и будем делать соединение. Здесь у нас уже есть 2 столбика с накидом. Ряд у нас будет всегда заканчиваться 2 воздушными петлями, и соединение мы будем делать на углу. Делаем соединение, вытягиваем петельку, заводим также крючок под косичку. Вытянули петельку и крючок заводим вот сюда, вот в отверстие. Накидываем петлю, затягиваем и вытягиваем петельку. И также провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В последующих рядах соединение будет точно такое же. Вяжем 4-й ряд. Сразу же здесь мы провязываем столбик с накидом, вот в это же отверстие. На углу мы будем всегда провязывать по 2 столбика и между ними 2 воздушные петли. Провязываем сюда же столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю, пропускаем один столбик. В следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Не забываем столбики провязываем
Не вот сюда вот под косичку заводим крючок, а именно в столбик заводим крючок. Далее снова в 1 воздушная петля, и в следующую мы провязываем столбик. Воздушная петля, столбик, воздушная петля, пропускаем столбик, здесь у нас уже угол, провязываем по 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Второй столбик, 2 воздушные петли, и сюда же 2 столбика с накидом. Провязали уголок, всегда делаем воздушную петлю, пропускаем и в следующую провязываем столбик. Далее 1 воздушная петля, следующий столбик провязываем, воздушная петля, следующий столбик, воздушная петля, и снова мы дошли до угла. Здесь провязываем точно так же 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Получается, у нас столбики идут над столбиками, вот эти отверстия над отверстиями. Итак, провязываем до конца. В конце покажу, как сделать соединение. Еще раз. Закончили ряд 2 воздушными петлями. Далее делаем соединение. Вытягиваем петлю, заводим вот сюда вот с обратной стороны. Вытянули петлю и крючок заводим вот сюда в отверстие. Накидываем, затягиваем и провязываем. Делаем 3 воздушные петли. Итак, вяжем 4-й ряд. Провязываем сразу же столбик с накидом. Одну воздушную петлю и всегда пропускаем этот первый столбик. Вот у нас уголок. Получается, вот эти вот внутренние 2 столбика, мы их не трогаем, мы всегда их пропускаем. Так, сделали воздушную петлю, накид, пропустили. И в следующем, получается, в крайнюю из 2 столбиков мы начинаем провязывать столбик. Воздушная петля. И далее уже провязываем над каждым столбиком. И между ними не забываем провязывать по воздушной петле. Итак, накид, следующий столбик. Воздушная петля, следующий, воздушная петля, столбик, воздушная петля, и пропускаем. Вот эти вот 2 внутренние мы всегда пропускаем. 2 крайние провязываем. И далее в центр, сюда в уголочек, мы провязываем 2 столбика, 2 воздушные петли и снова 2 столбика.
Провязываем 4-й ряд до конца. Здесь у нас в конце заканчивается 2 воздушными петлями. Соединение делаем на углу точно такое же, как я вам показывала. Не забывайте про угол. На углу всегда провязываем по 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Здесь у нас по 1 воздушной петле, и столбики вяжем над столбиками. У меня получился вот такой вот квадрат. Я провязала 9 рядов, и размером он у меня получился 22 на 22 сантиметра. И теперь мы уже будем вязать стеночки сумки. Вот я сделала здесь соединение и провязала 3 воздушные петли. Теперь мы здесь на углах не будем провязывать, как здесь, по 4 столбика. У нас будет идти только по 2 столбика. Поэтому провязали 3 воздушные петли, делаем еще одну воздушную петлю, пропускаем столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, следующий столбик, снова воздушная петля, следующий столбик провязываем, воздушная петля, следующий столбик, и так провязываем до угла. Вяжем столбики с накидом, между ними воздушная петля. Довязываем до угла. Вот мы довязали до угла. Здесь угол с 4 столбиков. Вот у нас идет столбик над столбиком, воздушная петля, накид, провязываем вот сюда столбик, воздушная петля, пропускаем, и вот сюда вот в угол, в отверстие мы провязываем столбик с накидом. Далее делаем 1 воздушную петлю и провязываем еще 1 столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем, и в следующую столбик с накидом. Получается, теперь мы на углу провязываем по 2 столбика и делаем 1 воздушную петлю между ними. И далее вяжем точно так же: воздушная петля, накид и провязываем столбик над столбиком. Итак, провязываем до конца ряд. На углах мы делаем по 2 столбика, между ними 1 воздушную петлю. Довязываем до конца, и я покажу, как здесь делать соединение. Провязали первый ряд стенок, ряд заканчивается воздушной петлей. Далее вытягиваем петельку и делаем соединение. Заводим крючок сюда вот под косичку и вытягиваем петлю. Далее крючок мы вводим не вот сюда в отверстие, как мы делали, когда провязывали донышко, а в столбик. Вот в этот столбик из воздушных петель мы вставляем крючок, вытягиваем петлю, накидываем данную петельку и провязываем их вместе. Вот таким образом мы будем делать соединения в последующих рядах. Далее делаем 2 воздушные петли, еще 1 воздушную петлю и провязываем столбик. Воздушная петля и над следующим столбиком.
во втором и в последующих рядах мы будем всегда провязывать столбики над столбиками и между ними делать одну воздушную петлю. Уже никаких прибавок, ничего у нас нет. Довязываем до угла, и я покажу, как мы провязываем угол. Вот у нас угол, и здесь ничего сложного нет, мы провязываем также. Делаем воздушную петлю, провязываем столбик над столбиком, одна воздушная петля и снова над столбиком. Воздушная петля, и далее вяжем точно так же. Итак, провязываем второй ряд до конца. Ряд заканчивается воздушной петлей и делаем соединение. Сделали соединение, провязали 3 воздушные петли, затем еще одну воздушную петлю и далее вяжем все точно так же. Вяжем последующие ряды самостоятельно. Соединение делаем точно такое же. Вот я провязала стеночки сумки. Далее мы провязываем, это у меня 23 ряд. Сейчас я сделаю соединение, и 24 ряд мы будем вязать столбиками без накида. Вытягиваем нить, также заводим под косичку. Сюда же заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку, захватываем вот эту петлю и провязываем. Вот мы провязали столбик. Далее в каждую петлю, то есть мы под каждую косичку провязываем по столбику без накида. Заводим вот сюда вот под косичку. И весь 24 ряд мы провязываем столбиками без накида. Провязали до конца, ниточку обрезаем и делаем соединение. Далее мы провязываем ручки. Я отметила маркером их. Сейчас покажу, как мы их отмечаем. Ориентируемся по донышку. Вот у нас донышко. Здесь 4 столбика. Далее идет первый ряд стенок, уголок из 2 столбиков. Мы находим вот этот вот столбик, по нему ориентируемся и вставляем маркер. Далее отсчитываем от маркера 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, и в шестую также ставим маркер. И с этой стороны также находим угол, вот он из 2 столбиков,
Ориентируемся по вот этому столбику. Также ставим маркер. Отсчитываем 5 столбиков и в шестую еще ставим маркер. Также делаем на противоположной стороне. Если посчитать по бокам, вот здесь вот между маркерами, то здесь у меня 39 столбиков. И точно так же с этой стороны. Между маркерами 39 столбиков. Начинаем провязывать ручку. Убираем маркер. Вставляем центр столбика и вытягиваем петлю. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Еще одну воздушную петлю. Делаем накид. Пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с накидом. Снова воздушная петля, накид, пропускаем один столбик и в следующую столбик с накидом. Воздушная петля и сюда последний столбик с накидом. Также пропускаем один столбик, делаем накид и провязываем последний столбик с накидом. Получается, у нас столбики с накидом также идут над столбиками с накидом. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем. Воздушная петля. Накид. Провязываем столбик над столбиком. Сюда. Воздушная петля, накид, столбик над столбиком. Воздушная петля. И в конце провязываем столбик. Вот у нас здесь воздушная петля. Вот сюда вот провязываем столбик. Вот таким образом у нас также получается ручка, сеточку. Далее снова 3 воздушные петли. Еще одна воздушная петля. Переворачиваем. И вяжем столбик над столбиком. Воздушная петля. Накид. Снова воздушная петля. И в самую крайнюю провязываем столбик. И вот таким образом мы провязываем ручку необходимой нам длины. Делаем 3 воздушные петли. Еще одну воздушную петлю для того, чтобы у нас образовалось такое вот отверстие. И провязываем 3 столбика с накидом. Вот я провязала ручку. Длиной она у меня получилась 50 сантиметров. Вы провязываете столько, сколько вам необходимо. Одну ручку я уже закрепила. Сейчас на примере второй покажу, как ее закреплять. После того, как провязали, мы обрезаем ниточку, оставляем небольшой кончик, чтобы мы могли продеть иглу и прошить. И полностью вытягиваем эту нить. Далее берем иглу с большим ушком, продеваем кончик. Выравниваем ручку и находим, где у нас идут маркеры. Заводим иглу с внутренней стороны, вот сюда вот. Убираем маркер. Далее заводим следующую петлю. И здесь находим петельку.
на ручки. И вот таким образом прошиваем. Далее находим на ручки, заводим в следующий столбик. Столбики вот на ручках должны у вас совпадать со столбиками на сумочке. Итак, прошили до конца. Можно также повторить, прошить еще раз. И здесь уже кончик нити прячем, заводим под петельки. И вот таким образом прошивается ручка. Сумочка наша готова. Очень отличный вариант на лето. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.